История ароматерапии. От древних цивилизаций до наших дней. В глубокой древности, более 2000 лет тому назад, в далекой Египетской империи жила молодая жрица по имени Нефемт. Она обладала уникальным талантом, умением создавать чарующие благовония из редчайших трав и цветов. Однажды фараон лично потребовал от нее создать особый аромат, способный исцелить его больного сына. Под давлением высшей власти Нефемт отправилась в опасное путешествие через пустыню в поисках загадочного цветка лотоса, который, согласно легендам, обладал чудодейственными свойствами. Этот эпизод стал одной из первых известных историй о применении ароматических веществ для лечения. История ароматерапии начинается намного раньше, чем принято считать. Ученые до сих пор находят удивительные свидетельства того, как древние народы использовали эфирные масла для различных целей. В Древнем Китае уже за много сотен лет до нашей эры врачи применяли специальные смеси из трав для лечения простудных заболеваний. Они верили, что определенные ароматы могут восстановить энергетический баланс организма. Интересно, что китайские мудрецы разработали целую систему соответствия между различными запахами и внутренними органами человека. В Древней Индии аюрведические врачи создавали сложные рецептуры из множества ингредиентов. Они использовали сандаловое дерево не только для духовных практик, но и для лечения кожных заболеваний. Считалось, что определенные сочетания ароматов способны влиять на три основные доши вата, пита и капха. Эти знания передавались из поколения в поколение через строго сохраняемые рукописи. В Древней Греции великий врач Гиппократ активно применял ароматические вещества в своей практике. Он заметил, что некоторые запахи помогают пациентам быстрее восстанавливаться после болезни. Его наблюдения легли в основу теории о 4 темпераментах, где каждому типу личности соответствовали определенные ароматы. Например, сангвиникам рекомендовалось использовать цитрусовое масло для поддержания жизнерадостности. Римляне довели искусство создания благовоний до совершенства. В их обществе существовала целая каста мастеров-парфюмеров, которые создавали уникальные композиции для каждого гражданина. Известен случай, когда император Нерон потратил огромные средства на создание специального аромата для своего театра. Это событие стало символическим моментом, показывающим, насколько высоко ценилось искусство парфюмерии в то время. Средневековая Европа привнесла новые грани в развитие ароматерапии. Монахи в своих аббатствах выращивали целебные растения и экспериментировали с различными методами их обработки. Именно в этот период был открыт метод дистилляции, который позволил получать чистое эфирное масло. Одной из первых таких масел стала эссенция из розмарина, которую широко использовали для защиты от чумного вируса. В XVII веке французский хирург Жан Валнет сделал революционное открытие. Во время эпидемии чумы он заметил, что парфюмеры и гравёры по дереву реже заболевали. Исследование показало, что это связано с постоянным контактом с эфирными маслами. Этот факт стал отправной точкой для современной научной ароматерапии. XIX век принес значительные изменения в понимании воздействия ароматов на организм. Появились первые научные работы, объясняющие механизм действия эфирных масел на нервную систему. Ученые начали серьезно изучать взаимосвязь между различными запахами и психологическим состоянием человека. Было установлено, что лавандовый аромат действительно помогает справиться со стрессом, а цитрусовые эссенции повышают работоспособность. К началу XX века ароматерапия получила признание как полноценная методика лечения. Французский химик Рене Морис Гатефоси стал пионером в этой области после случайного открытия. Получив ожог во время эксперимента, он инстинктивно окунул руку в ближайшую емкость с лавандовым маслом. К его удивлению, рана зажила гораздо быстрее обычного без каких-либо следов. Этот случай послужил толчком для проведения масштабных исследований. В наши дни ароматерапия переживает настоящий бум популярности. Современные технологии позволяют точно определить состав эфирных масел и их воздействие на организм. Научные исследования подтверждают эффективность многих традиционных методик. Например, клинические испытания показали, что масло мяты перечной действительно помогает снять головную боль, а апельсиновое масло снижает уровень тревожности. Однако важно помнить о некоторых предостережениях. Не все эфирные масла одинаково полезны для каждого человека. Например, кориандровое масло может вызывать аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей.
Кроме того, существует риск передозировки масел, что может привести к серьезным последствиям. Важно соблюдать правильные пропорции и концентрации при применении. На практике ароматерапию можно успешно использовать для решения различных проблем. Для улучшения качества сна рекомендуется использовать лавандовое масло. Можно добавлять несколько капель в аромалампу или наносить на подушку. При стрессовых ситуациях помогает смесь из бергамотового и гераньевого масел. Эти компоненты гармонично дополняют друг друга, создавая успокаивающий эффект. Для повышения концентрации внимания отлично подходят цитрусовые масла. Лимонное масло особенно эффективно для стимуляции умственной деятельности. Можно добавлять его в воду или использовать в аромадиффузоре во время работы. Интересно отметить, что многие крупные компании внедряют ароматерапию в свою среду для повышения производительности сотрудников. При выборе эфирных масел надо обращать внимание на их происхождение и качество. Настоящее эфирное масло имеет сертификаты качества и указывает точное место сбора сырья. Например, лавандовое масло, произведенное в Альпах, отличается более выраженным терапевтическим действием по сравнению с аналогами из других регионов. Также важно проверять срок годности, так как некоторые масла теряют свои свойства спустя определенное время. Современная наука продолжает открывать новые возможности применения ароматерапии. Исследования показывают, что определенные комбинации эфирных масел могут влиять на работу иммунной системы. Например, смесь из эвкалиптового и чайного дерева масел помогает справиться с сезонными простудами. Это масло можно использовать для ингаляции или добавлять в массажное масло. В области психологии ароматерапия находит все больше применений. Психотерапевты используют специальные ароматические протоколы для работы с пациентами, страдающими от депрессии или тревожных расстройств. Интересный случай произошел в одной американской клинике, где пациент с хронической тревожностью смог полностью отказаться от медикаментозного лечения благодаря правильно подобранной программе ароматерапии. В косметологии эфирное масло занимает особое место. Они помогают решать различные проблемы кожи, от акне до старения. Однако здесь особенно важен индивидуальный подход. Например, чайное дерево эффективно против воспалений, но требует обязательного разведения в базовом масле. Ефимбиновое масло, напротив, используется для стимуляции кровообращения и борьбы с целлюлитом. Применение ароматерапии в спортивной медицине также дает положительные результаты. После интенсивных тренировок спортсмены используют смеси из ромашкового и лавандового масел для расслабления мышц. Интересно, что некоторые виды спорта даже разработали специальные протоколы использования ароматических веществ для повышения концентрации внимания перед соревнованиями. Важно помнить о возможных ошибках при применении ароматерапии. Одной из самых распространенных является использование слишком концентрированных растворов. Это может привести к раздражению кожи или даже аллергической реакции. Также необходимо учитывать индивидуальную чувствительность к определенным ароматам. Например, некоторые люди не переносят запаха мяты перечной, хотя для большинства оно является освежающим. На пути к освоению ароматерапии могут возникнуть различные трудности. Начинающие часто сталкиваются с проблемой выбора качественных продуктов среди множества предложений на рынке. Здесь помогает знание основных производителей и их репутации. Также важно понимать, что результат может проявиться не сразу и требует регулярного применения. Многие успешные истории применения ароматерапии демонстрируют ее реальную эффективность. Одна молодая мама рассказывала, как с помощью лавандового масла смогла нормализовать сон своего новорожденного ребенка. Другой пример – бизнесмен, который победил хроническую усталость благодаря регулярному использованию смеси из грейпфрутового и розмаринового масел. Подводя итог всему изложенному, можно сказать, что ароматерапия представляет собой мощный инструмент для улучшения качества жизни. Однако для достижения лучших результатов требуется правильный подход и знание основных принципов. Если вы хотите попробовать эту древнюю практику, начните с малого, выберите одно масло и экспериментируйте с его применением. Возможно, именно этот шаг станет началом вашего собственного пути к гармонии и здоровью. Помните, что каждый человек уникален, и ваш идеальный аромат ждет своего открытия. Будьте терпеливы и внимательны к своим ощущениям, и ароматерапия обязательно откроет перед вами новые горизонты. Благодарю вас за просмотр.
Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.